Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда врач собирается раскрыть пол, Дилан говорит, что сдался и не хочет узнавать его до родов. Когда Бэрон расстраивается из-за этой ситуации, доктор оставляет их одних и уходит. Харун, с другой стороны, не может понять, как открыться Ясмин. Ясмин говорит, что Харун на самом деле признался, что любит ее, и спрашивает, когда он пригласит ее на свидание. Если он сделает это как можно скорее, давайте назовем это. Бэрон спрашивает, почему решение Дилана изменилось, и говорит, что хочет знать. Дилан говорит: «Я чувствовал, что мне нужно подождать, я хочу учиться, когда держу его на руках». Бэрон очень злится, потому что не любит сюрпризов в последнюю минуту. Дилан говорит, что я не чувствую себя готовым, но если ты хочешь учиться, учись. Когда Бэрон скажет «хорошо, я узнаю», Дилан говорит «хорошо, но не говорите мне». Когда приходит врач и спрашивает, каково ваше решение, Бэрон говорит: «Я хочу знать, но моя жена хочет, чтобы это было сюрпризом». Дилан говорит: «Я оставлю тебя в покое», и уходит. Джавахир находит кусок стекла и пытается разрезать его, чтобы развязать веревки, к которым он привязан, и, наконец, ему это удается. Когда Бэрон выходит из кабинета врача, он спрашивает Дилана: «Ты уверен, что не хочешь знать?» Дилан говорит: «Если бы мне было любопытно, я бы спросил у доктора», и благодарит его. Все в особняке с волнением ждут, чтобы узнать пол. Когда приходят Бэрон и Дилан, все смотрят на свои рты и с любопытством ждут, пока они скажут им, какой у них пол. Все удивляются, когда Дилан говорит: «Я не хотела это узнавать». Но когда Бэрон спрашивает: «Я узнал, стоит ли мне вам говорить?» Дилан идет к своей комнате и говорит: «Я не хочу этого слышать. Поэтому, пожалуйста, не позволяйте никому говорить мне». Но потом она не может уйти из-за своего любопытства. Когда она слышит, как Баран называет пол нашего ребенка, она закрывает глаза и ждет. Баран понимает, что она здесь, подходит к ней и спрашивает: «Что ты делаешь?» Дилан говорит, что «я устал, отдыхал», и уходит. Затем Бэрон подходит ко всем и говорит, что «я расскажу ему при одном условии». Дилан не хочет знать, поэтому никто не расскажет, и говорит, что у нас будет сын. Все очень рады и поздравляют Барана. Госпожа Азади слышит, как они разговаривают сверху, и волнуется, думая, что знала, и в то же время молится и благодарит. Пока Ясмин готовила ужин, к ней подошел Харун и сказал: «Мне есть что сказать». Ясмин говорит: «Не говори этого сейчас». Когда Харун спрашивает, как так, и Ясмин глубоко вздыхает и говорит: «Скажи мне сейчас», и как только она собирается заговорить, звонит телефон. Затем Ясмин злится на себя, потому что она сказала: «Не говори этого сейчас». Пока Дилан вяжет у себя в комнате и разговаривает сама с собой, желая, чтобы она не была такой упрямой, к ней приходит Бэрон и сообщает, что все очень счастливы. Когда вы спрашиваете Дилана, уверены ли вы, что не хотите учиться, Дилан уверенно отвечает «нет». Пока Харун собирается снова прийти к Ясмин и поговорить, на этот раз приходит Джевдет. Все они покидают особняк, чтобы посетить кладбище. Госпожа Азади, с другой стороны, читает Ясина Шерифа и говорит для своей невестки Айтан, что твой внук придет. Твой сын позаботился обо всех нас и научит свою невестку быть хорошим человеком. Если Бог позволит, я от твоего имени его поцелую и понюхаю. Дай Бог тебе мира в твоем месте покоя, доченька. Все молятся на кладбище и плачут, говоря: «Господин Кудрет, Айтан, я привел вам ваших детей, мы все здесь, на этот раз нас пришло слишком много, мы привели вам Ферата, которого, как вы думали, вы потеряли». Пока Кудрет и дамы уходят, сыновья Гэжи Айтан поливают ее могилу и говорят: «Я пришел с моими братьями Баран, мама, твое доверие стало 1 и 2, теперь у меня есть 2 горы, на которые можно опереться, я всегда буду их замок и щит, покойся с миром, моя мать». Дилан поднимает боевой дух Барана и говорит ему, что теперь все будет хорошо. Когда Бэрон собирался заговорить, Дилан остановил его и назвал Бараном.
Он спросил, хотите узнать пол ребенка? Когда Дилан говорит, нет, я собирался получить десерт, говорит Бэрон, я думал, ты захочешь соленые огурцы. Дилан говорит, Баран, я знаю, что ты пытаешься сделать, перестань меня смущать. Когда Джевдет и Цеврии разговаривают с Ясмин и Харуном и спрашивают, смогли ли они открыться друг другу, они оба получают ответ «нет». Когда Карабеи возвращаются в особняк с кладбища, они входят, молясь. Пока Баран находится в кабинете со своими братьями и отцом, он спрашивает, есть ли какие-нибудь новости от Джавахира. Господин Кудрет говорит, что я жду новостей в ближайшее время. Когда его дочь не отвечает на телефонные звонки, господин Надир дает пулю в свой пистолет и говорит, что все, и входит в хижину, где он спрятался. Однако, когда он входит и не может ничего найти внутри, он очень злится на своих людей. Он дает указание не возвращаться, не забрав Джавахира. Пока Дилан вяжет, к ней приходит Гуль и говорит, что она начнет вязать. Какой бы цвет Дилан Гуль не выбрал, у Дилана отвисает челюсть от уха до уха. Затем Гуль сказал, тебе очень любопытно, не так ли? Дилан ответил, да, но если я сейчас откажусь от своего слова, Баран будет надо мной много смеяться. В тот момент, когда Гуль не выдержала и собиралась это сказать, Баран подошел к ней сзади и остановил ее. Гуль идет и садится рядом с Бараном. Дилан говорит, если хочешь знать, я купил пару ботинок. Если хочешь узнать пол, посмотри на них, они в шкафу в кабинете. Дилан делает вид, что совсем не волнуется, и говорит, я пойду в нашу комнату и отдохну до ифтара. Цеврии сейчас нетерпелива, так как ей почти пора рожать. Харун и Ясмин счастливы, что ребенок родится в очень счастливой и красивой обстановке. Когда Цеврии говорит, давай сегодня вместе устроим ифтар, Харун говорит, тетя, давай устроим это немедленно, согласно твоему приказу. Дилан еще не решила, стоит ли смотреть на ботильоны, которые купил ей Баран. Пока Дилан собирается пойти посмотреть на кабинет, приходит Бэрон и зовет Дилана. Когда Дилан говорит, что я смотрел на тебя, Бэрон говорит, что я могу вернуться, если хочешь, или мы можем игнорировать друг друга. Дилан не сдается и говорит, почему мы должны игнорировать друг друга, я пришел присмотреть за тобой. Когда Бэрон говорит, что не нужно так напрягать себя, так учиться и мечтать, расслабляться, Дилан говорит, что он не определился, потому что сначала ему нужно подготовиться. Джавахир оборачивается и предстает перед Геном Надиром. Господин Надир говорит, что не позволит вам больше совершать ошибок, и приказывает своим людям застрелить его. Позже к ним присоединяется Шаир, протягивает пистолет Джавахиру и целится. Пока Ясмин готовит чашки для чая, Харун говорит, нет, так не будет, я сейчас с тобой поговорю. Тем временем Цеврии чувствует легкие боли в животе. Харун, я всегда пытался поговорить с тобой, но это не получалось, мы всегда придумывали другие вещи, Ясмин, пока я говорила тебе, Джевдет крикнул, что родится малышка Ясмин. Они спешно берут Цеврии и отправляются в сторону больницы. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.